Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем смотреть книгу «Стекло в украшениях» Сибилы Ярксдорф. В прошлом видео мы посмотрели половину книги. Вот прям видно, что это половина. Ссылку на это видео я оставлю в описании для тех, кто не смотрел первую часть. Ну, а мы продолжаем дальше. И следующая 7 глава посвящена искусственным драгоценным камням. Пожалуй, это одна из самых интересных глав в этой книге. Самое интересное – это то, что искусственные камни драгоценные, то есть стеклянные, по сути, делали с очень давних времен, еще в Римской империи. И что самое интересное, этот процесс был достаточно трудоемкий, дорогой, поэтому эти искусственные драгоценные камни очень дорого тоже ценились. И их оправляли в драгоценные металлы, и в золото, и в серебро. Поэтому, когда вы видите какое-то антикварное украшение золотое, совершенно не факт, что в нем находятся драгоценные камни. Я не знаю, друзья, вот как у вас, но вот у меня вот такой вот стереотип точно есть, что если старинное украшение золотое какое-то или серебряное, то в нем обязательно драгоценные камни. Ну вот оказалось, что это совершенно не так. И точно так же антикварные украшения могут быть с искусственными камнями, то есть со стеклянными. И если до 1000 года это считалось в принципе нормой, все к этому нормально относились, потому что стекло тоже стоило дорого, то впоследствии власти и всех государств, в принципе, с этим боролись. Они считали, что это подделки, и всячески как-то своими законодательными актами пытались их там запретить или, в общем, как-то это урегулировать. Потому что действительно качество камней было прекрасное, качество стекла, по сути. И очень часто их выдавали за натуральные камни. Здесь на картинке мы видим, это браслет, целая парюра. Видите, здесь комплект: браслет, колье, серьги и брошь из искусственного аметиста. То есть это стекло, имитирующее аметист. Скорее всего, это атрибутировано как Франция, 19 век. Ну и вот картинка, которая 1817 года, где, как утверждает автор, вот как раз на этой даме и может быть такое колье. Дальше быстренько пройдемся по картинкам. Это рубиновое стекло, кольцо с марказитами в серебре. Скорее всего, это начало 20 века. Дальше тоже рубиновое кольцо, золотое, Германия, конец 19 века. И это искусственная шпинель, но уже в позолоченной бронзе, то есть это оправа бронзовая, позолоченная, Германия, 19 век. Вот, то есть вот в подтверждение моих слов мы тут видим, что и в серебро оправляли стекла, и в золото. В общем-то, это не имело никакого значения. В давние времена больше пользовались популярностью непрозрачные камни. Вот, например, как вот этот стеклянный агат в марказитах начала 20 века. Марказиты тоже это искусственные стеклянные. Ну а в 19 веке
большую популярность начали приобретать прозрачные камни. То есть прозрачное стекло, имитирующее драгоценные камни, как рубин, аквамарин, топаз, изумруд. Вот здесь как раз и показаны кулоны конца 19-го, начала 20 века из аквамаринового стекла. Ну, а вот это вот кольцо — это искусственные сапфиры, вот 4, а внутри натуральный гранат. То есть в этом кольце в серединке только гранат, остальное стекло. Причем здесь автор обращает внимание, что это стекло было очень мягкое, поэтому со времени грани на нем стерлись. И мы видим здесь, что, я не знаю, давайте я подниму как-то вот, может быть, поближе покажу. Но здесь видно, что вот эти вот сапфировые стеклышки, они сейчас выглядят как кабошоны. Они не имеют граней, то есть стекло было мягкое, и грани со временем просто стирались. Чтобы стекла подкрашивать вот в разные цвета, в стеклянные смеси, вот это расплавленное стекло прозрачное, добавляли оксиды разных металлов. В сапфир синий, например, добавляли кобальт, в топаз, вот, кстати, здесь топаз, в топаз добавляли золото, рубин, чтобы получить рубин, добавляли марганец, в изумруд медь и хром, в аметист марганец, кобальт и золото, и в александрит добавляли неодим. Мастера Мурана с помощью своих экспериментов начали добавлять буру в состав стекла, что придавало им прочность. То есть стекло уже было более твердое, и грани держались лучше. Но большое количество буры привело к тому, что камни плохо блестели. То есть когда в стекло, в эту смесь добавляли металлы, это, особенно свинец, это придавало стеклу особый блеск. А бура, наоборот, этот блеск снижала. Поэтому часто мастера вот этими своими экспериментами пытались найти, сколько же того или другого компонента нужно добавлять. Ну и впоследствии для большего блеска они начали покрывать заднюю сторону заднюю сторону камней серебром. Ну а так как Франция, которая была хороша, так сказать, в производстве зеркал, и они знали толк в серебрении стекла, то часто богемские и немецкие мастера отправляли камни на серебрение во Францию. Большая часть того, что они отправляли, там же и оставалась. Если вы коллекционируете французский винтаж, французские украшения или английские, вам наверняка попадалось такое название, как паста. Французы часто используют это название. Паста – это, по сути своей, это стекло. Таким термином обозначали именно вот эту стеклянную массу, стекло, которое имитировало натуральные камни. Значит, здесь на картинке дымчатый кварц, тоже стеклянный, естественно, Ной Габлонц 50-е годы. Это раннее начало 20 века Габлонц. Ну и это топаз, стекло, топазовое стекло, Силезия, 1940 год, оправленное в посеребренную бронзу. На этой картинке это французский браслет такой топазовый. И вот здесь видно, что
камни в закрытой оправе, и с обратной стороны на них была нанесена фольга. Вот она тут со временем отклеилась, но показано все. Здесь, значит, аметистовое стекло и тоже стеклянные камни под бирюзу. 19 век, это не драгоценный металл. Ну, а вот здесь вот уже аметистовое стекло вмонтировано в серебро позолоченное. В общем-то, так и происходило довольно долгое время. Франция тоже производила искусственные камни, эти стеклянные, но все равно основным местом их производства оставалась Мурана, Богемия. Наверняка вы знаете такой термин, как rhinestones. Таким термином сейчас называют вот эти вот кристаллы. Ну, а тогда это слово происходило от названия реки Рейн, которая выносила на поля с Альп горный хрусталь, то есть натуральный кварц. И именно его называли rhinestones, потому что этот горный хрусталь внутри его были разные какие-то трещины, которые преломляли свет, и этот горный хрусталь переливался разными цветами. Когда мастера стекла изучали, как же это все происходит, они поняли, что вот эти преломления осуществляются за счет этих вот маленьких трещин внутри хрусталя. И было изобретено ирисовое стекло, которое в прозрачное стекло добавляли нити синего, красного и зеленого стекла, таким образом, что они вот переливались. И когда эти были камни маленькие, этих нитей было не видно. И вот это ирисовое стекло, которое таким словом называли только мастера-стекольщики, ирисовое стекло. А в народе так и прижилось название rhinestones. Это и была вот это именно имитация вот этого горного хрусталя. Ну а когда камень более крупное стекло, то тут уже очень хорошо видно становилось, что это полоски зелено-красно-синие нити, вот эти стеклянные, вставлены в прозрачное стекло. Вот это колье, вернее, тут два колье, это Габлонс, 1920 год. Это ирисовое стекло было изобретено в конце 19 века. И как раз его расцвет пришелся на этот период, конец 19-го, начало 20 века. Ну, а здесь на этой картинке представлена брошь и подвеска с александритом. Вы знаете, что александрит этот меняет свой цвет в зависимости от освещения. И стеклянный александрит, он тоже менял цвет, это крайне редкое стекло сейчас уже, конечно, найти его это вообще, наверное, большая просто счастье и удача. И чтобы получить александрит, вот этот искусственный, в стеклянную шихту добавляли неодим. Вот такие вот искусственные камни получали с помощью добавления металлов. Так, следующая глава посвящена камеям и инкрустациям. Ну, про камеи, мне кажется, уже так много сказано, и вы все знаете, что это такое, ну и все, наверное, знают.
Камеи вырезались на натуральных камнях еще в античные времена. Ну и потом же, когда люди поняли, что можно делать, не вырезать каждый раз камею, а можно прессовать ее, то появились как раз и стеклянные камеи. Вот здесь как раз представлена стеклянная камея со сценкой с китайской жизни. Это Ной Габлонц. Ной Габлонц — это уже после 50-е годы примерно. И это китайский пузырек для табака, 19 век. В общем-то, стеклянные камеи тоже имеют свою долгую очень историю. Они тоже уже производились много веков. И в каких-то одних из книг, как это производилось, был этот процесс описан, о том, что в молд вставляется стеклянная паста, и из нее выдавливается именно вот это вот выступающее изображение, ну а потом оно сверху наклеивается на другое стекло. Потом еще раз это все нагревается, и эти две стеклянные части, они сплавляются. Вот здесь вы видите, это габлонц, кулон и брошь из габлонца, опаловое стекло. Это Ной Габлонц, уже современные камеи. Ну, современные имеется в виду вот эти вот камеи. Это уже 50-е, 60-е годы. Ну, а это брошь, камея. Здесь розочки, это выступающая часть, а портрет, он выдавлен снутри и снутри окрашен. Поднесу вот так вот. Ну, на картинке, честно говоря, этого не видно в книге. Я сама даже не могу этого разглядеть. Конечно, вживую, если такое изделие увидеть, оно будет гораздо интереснее. Ну и здесь тоже пресс-папье, в котором камея вставлена. Часто камеи вставляли под стеклянную крышку такую, то есть закрывали ее сверху, и тогда это изделие было, можно сказать, вечным. Следующая глава посвящена мелифиоре, украшениям стеклянным мелифиоре. Мне кажется, что об этом тоже уже так много сказано. Все вы представляете, как делались эти мелифиори. Вот такие вот бусины Розетта нарезались как колбаска, и в этих вот срезах получались вот такие вот узоры, которые потом вплавлялись в стекло. Таким образом составлялись вот такие вот композиции, очень яркие и просто какие-то совершенно волшебные. Мелифиори создавали не только в Мурано, но и вот в Германии. И вот здесь вот на образце и как раз и показано, что это брошь немецкая, а вот это уже Мурано, 19 век. И они выполнены немного в разных техниках. То есть венецианско-муранская брошь, вот эти вот слайсы из цветного стекла, они прямо уже вставлены в алебастровое стекло. То есть это единая
композиция более сложная для производства, чем вот такая вот немецкая. Все вот эти вот фото сделаны из музея на острове Мурана. Если вам удастся там побывать, обязательно посетите в музее, вы все это увидите. Вот это я в прошлом видео говорила про интарсию. Здесь показаны 6 как раз вариантов интарсии Доминика Буссолино из Мурана. Ну, а вот эти бусы уже куплены в Занзибаре. То есть мастера Мурана свою продукцию продавали не только в европейские страны, но и в африканские. Согласитесь, вот прямо вот эти бусы именно с Африкой у нас и ассоциируются. Так, ну, в технике мелифиори не только создавались вот эти вот цветочки, как бы такой вот дизайн, но видите и вот такие портреты. То есть делались стеклянные кане, вот эти вот колбаски, да, я не знаю, как это по-русски называется. В общем, вот такая вот эта вот колбаска со стеклянных стержней, которая потом нарезалась на слайсы. И вот один такой слайс выходил вот в таком узоре. И потом из этих слайсов составлялись более крупные изделия. Ну, я думаю, что вы видите здесь даты этих вот картинок. Что это за картинки? Это современные изделия. То есть, видите, вот в технике мелифиори могли создаваться не только вот какие-то геометрически цветочные вот эти слайсы, но и вот портреты какие-то, петушок. Это портрет Гарибальди. Вот такие вот совершенно разные изделия. И это 60-е годы Мурана. Наверное, о муранском стекле можно тоже целые книги писать, не только главы в каких-то книгах, а посвящать очень много материала. Но мы переходим к следующей главе. Мозаичные украшения. Мозаичные украшения — это, ну, просто, мне кажется, вообще каким-то волшебством. Я очень люблю мозаику. И такие украшения стали популярны именно благодаря тому, что в Италии много античных мозаик, византийских. Их нужно было как-то реставрировать, восстанавливать. И поэтому вместе с этой реставрацией мастера решили, что можно создавать и новые мозаики, не только реставрировать старые, а в этой же технике создавать и украшения. Потом, когда богатые путешественники, я уже упоминала как-то о них, посещали Италию, они хотели увезти с собой такой вот кусочек Италии и украшения с какими-то древними пантеонами, развалинами, храмами, какими-то объектами такими итальянскими. Среди этих путешественников были очень-очень популярны. Они с удовольствием покупали эти изделия. Ну и сейчас, мне кажется, это все достаточно популярно. Итак, давайте пройдемся по картинкам. Это предметы в технике византийской мозаика. Это предметы в технике византийской мозаики, когда узор составляется
из разных кусочков стекла, и между этими кусочками нету заполнения никакого. А в отличие от римской мозаики, когда между стеклышками еще заполнялись пустоты тоже специальным составом, воском, и потом все это изделие полировалось под одну поверхность. Византийская мозаика оставалась с пустотами, и сверху она не полировалась, поэтому была поверхность такой вот шероховатой, грубоватой слегка. Здесь представлена брошь, кулон. От кулона, вот видите, две подвески. Видимо, они отпали как-то, не знаю. И пряжка. Пряжка от ремня. Естественно, мозаика тем ценнее, чем мельче каждая частичка стеклянная, которая составляет эту мозаику. Вот, например, этот браслет высочайшего качества. Такой вот рисунок очень точный. Здесь уже используются более крупные мозаики. Вот венецианский лев, например, в авантюриновом стекле и в черном стекле. А вот на бабочке, видите, есть включение крупные авантюринового стекла. Так, это конец 19 века, эти броши. Ну и очень популярны были мозаики с изображением насекомых всяческих, бабочек, жуков, мух. Тут вот автор описывает даже качество вот этих мозаик. То есть вот этот жук, например, среднего качества, то есть не слишком хорошего. Я думаю, что вы тоже часто можете видеть, это видно невооруженным глазом, какая мозаика бывает более дорогая, более качественная и какая менее качественная. А вот птичка, микромозаика тоже в черном стекле. Бабочка — это начало 20 века. Жук в черном стекле, в золоте. Вторая половина 19 века. Превосходного качества эта мозаика. Ну и эти две мозаики уже считаются низшего качества. Так, ну а эта мозаика оправлена в кость. Естественно, микромозаика итальянская, а уже оправа немецкая. И вот интересно, что я вот здесь вот приближу немножко. Здесь использованы уже не отдельные стеклянные части, а уже вот, например, каждый цветочек – это сама по себе часть мозаики. Такие броши считаются менее качественными, как бы, когда цветочек составляют не части стеклянные, а сам цветочек уже цельная одна часть. Ну и, в общем-то, здесь показаны венецианские украшения уже современные. Видимо, от 50-х и дальше. Так, следующая глава посвящена авантюриновому стеклу. Вы знаете, вот у меня, например, современное отношение к авантюриновому стеклу, ну, такое. Ну, я не любитель, мне оно почему-то не нравится. Но в те давние времена, изобретено оно было еще в 1644 году, это было очень дорогое стекло. Производство его было очень сложным.
И называлось оно авантюрином, потому что никто не знал, что получится. Это всегда был непредсказуемый процесс, рискованный, такой авантюрный. То есть очень часто это были выплавка этого стекла, это был просто случай и удача. И если мастеру не удавалось это стекло, то масса получалась просто напоминающая старый кирпич. Вот так описывали это в то время. Ну и, как я сказала, стекло было в 17 веке изобретено, и Джованни Д'Ардуин первый сделал описание рецептов своего отца. Естественно, все эти рецепты держались в строжайшем секрете. Ну и, впрочем, как и рецепты всех остальных стекол, все везде держалось в большом секрете. Ну а когда этого рецепта фактически вообще никто не знал, то тут, можно сказать, и в секрете нечего было и держать. Сами даже мастера, кто этим занимался, не могли точно сказать, как это все сделано. Но в середине 19 века немецкий химик проводил анализы этого стекла и установил, что в стекло подмешиваются мельчайшие кусочки меди. Французы тоже пытались освоить это производство, но оно у них не получалось, и они все равно часто ездили в Италию, в Венецию для того, чтобы купить это стекло. Я думаю, что вы уже тут посмотрели картинки. Все это 19 век. Это броши тоже 19 века. Браслет позолоченный, 19 век. 3 шатлена. Шатлена — это держатель для ключей, такая подвеска, на которую подвешивались ключи. Ну а это Нэнни Спинс. Это такие маленькие футлярчики для того, чтобы хранить иголки и нитки. То есть такой дорожный набор того времени. Карманный. Тоже украшен авантюриновым стеклом. Немцы тоже много экспериментировали с авантюриновым стеклом и изобрели подобие этого стекла, которое назвали астролитом. К сожалению, здесь нету ни одной картинки, которая иллюстрировала бы этот астролит. Я не нашла, нигде нет. Но этот астролит был совершенно другим видом стекла. Ну и в середине 19 века немецкий химик все-таки, можно сказать так, разгадал причину того, почему стекло то получается, то не получается. Дело в том, что цвет это стекло приобретало благодаря элементарной меди, то есть атомам меди, которые собирались в кристаллическую решетку, и эта кристаллическая решетка и давала тот цвет. А если стеклянная масса быстро охлаждалась, то эти атомы, эти элементарные частицы меди, они не успевали собраться обратно в кристаллическую решетку, поэтому стекло оставалось бесцветным. Вот таким вот методом
нагревания и остывания, и получалось это авантюриновое стекло. В общем-то, как вы видите, процесс был очень трудоемким, и поэтому это стекло очень долгое время оставалось дорогим. Следующая глава посвящена, в принципе, однажды модным украшениям, так сказать. Что же было тогда модно? В частности, мы не будем тут далеко заглядывать. Здесь описано два вида модных украшений. Это искусственный жемчуг и это черная бижутерия. 19 век был просто в это время просто бум был на искусственный жемчуг. Тогда производство искусственного жемчуга было в Мурано освоено. Выдувалась идеально круглая бусина, которая изнутри покрывалась специальным составом жемчужным. В этот состав делался из чешуи каких-то мелких рыбешек. И какой-то автор здесь один раз писал, что на производство этого раствора, окрашивающего жемчуг, нужно 20 тысяч рыб. Из них получалось 3,5 килограмма чешуи, из которой производили 1,5 литра концентрата для окрашивания этих стеклянных бусин. Эти 1,5 литра концентрата тоже чем-то разводили. Бусины нанизывали на трубочку, через которую всасывали этот концентрат. И потом эти бусины вот так вот на сите колыхали, знаете, чтобы они внутри окрасились жемчужным этим цветом. Дальше тот же самый процесс повторялся с воском, который покрывал тоже изнутри жемчужное это покрытие. И таким образом бусина это искусственного жемчуга получалась просто вечной. Это уже впоследствии, в конце 19 века, придумали, как покрывать бусины снаружи, вот эту жемчужную краску эту. Потом стали уже делать, и, конечно, производство жемчуга вообще удешевилось. Но, как вы знаете, очень часто это покрытие бывает очень нестойкое. Ну, а вот это вот внутреннее покрытие жемчужное, оно производилось вплоть до начала Второй мировой войны. Еще в отдельных областях такой жемчуг производили. Ну и производили их абсолютно в огромных количествах, потому что его использовали не только в украшениях, но и в расшитии платьев, каких-то аксессуаров. Иногда женские платья были сплошь расшиты этими бусинами. Вот вы видите на иллюстрации на этой 1818 год полностью платье расшито этим жемчугом. Но и так же самое расшивали платье не только жемчугом, но и черными бусинами. Вот здесь на этой картинке уже показано, как бусинами черного стекла расшито все. В общем-то, все это очень использовалось в огромных количествах. Жемчужные бусы были очень популярны. Вот здесь вы видите, как на фотографии, как носились эти украшения. Черное стекло имитировало гагат, а гагат – это окаменелый уголь, древесный уголь окаменелый. И поэтому он был достаточно мягким материалом. Вот вы здесь видите бусы из натурального гагата.
И на нем можно видеть, что грани не такие четкие. Со временем они тоже стирались, как вот на том мягком стекле. Ну, а уже имитация гагата, это стеклянные, там уже было совершенно другое дело. Ну и стекло это черное было очень популярно. Я тоже, мне кажется, что я часто о нем рассказывала уже просто в каких-то других видео. Мода на него. Почему была мода на него? Потому как по таким моральным соображениям того времени траур по родственникам умершим носился очень долго. Там существовали целые ритуалы, можно так сказать. Там сначала носились только крестики, там потом добавлялись постепенно украшения. И вот эти вот гагатовые украшения, они позволяли чувствовать женщинам себя, что они продолжают жить. Знаете, как вот нельзя было украшаться ярко, потому что траур, который мог длиться годами, но эти украшения позволяли женщинам как бы и принаряжаться, и быть одновременно в трауре. Вот поэтому очень долгое время они были очень-очень популярны. Так, ну что мы здесь, давайте здесь поподробнее рассмотрим картинки. Значит, вот это бусы из вот таких вот перл, которые изнутри окрашены. Здесь мы видим на женщинах как раз вот как носились, вот, например, вот такие вот бусины. Это 19 век. Натуральный гагат, вот, похожий на женщине. Ну, а это уже стеклянный гагат, черное стекло. Часто оно, видите, вот здесь вот показана обратная сторона вот этих же брошей и сережек. Этот черное стекло, это просто наклеивалось на металлическую, видите, основу. Вот такую. И еще был один вариант наклеивания стекла на проволочную основу. У меня есть 2 таких броши. Мне кажется, что я их вам показывала. И это считается не очень хорошего качества изделия, потому что они были достаточно хрупкими и ненадежными. Вот это вот проволочный каркас, на который было это все наклеено. Ну и, как вы видите, вот на фотографиях платья, женские платья очень обильно украшены этим черным стеклом. Далее, в конце 19 века, даже в начале 20-го, можно сказать, скорее всего, да, в начале 20 века вошло в моду вот такое матовое черное стекло. То есть оно было не блестящее. Вот здесь вот вы видите такие вот матовые бусины. Ну, а это уже бусины жемчуга, которые снаружи покрыты. Это уже 1920-40-е годы. Уже позже начали покрывать все чаще и чаще жемчуг снаружи. От этого он, конечно же, утратил свое качество. Ну и надо сказать обязательно, что начало 20 века – это век войн и кризисов, особенно после Первой мировой войны был кризис между как раз Первой и Второй войной. И
Пока я буду рассказывать, а пока мы перейдем к следующей главе «Современный дизайн». Ну, современный дизайн имеется в виду, это уже 20 век. Ну и, как я сказала, это было время кризисов, поэтому очень часто бусины в изделиях были низшего качества, потому как очень трудно было продать дорогие украшения, а чем качественнее бусины были в изделиях, тем, естественно, оно было дороже. Поэтому мастерские, которые создавали украшения, они брали свое как бы дизайном, если можно так сказать. Поэтому в начале 20 века бусы становились более интересного дизайна. Сами бусины были, ну, скажем так, плохого качества, а вот дизайн уже был такой вот интересный. Вот такие вот обстоятельства. Вот здесь вот, например, на этой картинке очень хорошо видно 3 нити бус и какого качества вот эти вот зеленые бусины и какого качества вот эти янтарного цвета стекло. Сколько эта бусина имеет 117 граней. И уже просто вот зеленые прессованные бусины, грани здесь меньше, естественно, соответственно, эти бусы стоят дешевле, чем вот такие. И продать задорого эту нитку, конечно, было сложнее, чем вот такую нитку. Поэтому из простых дешевых бусин создавали более интересные дизайны. Так, давайте посмотрим же, что здесь. Это биколорные бусы Габлонц 20-е годы. Как и пишет автор, это типичный модный дизайн того времени. Здесь украшения, как вы видите, тоже из разных бусин. Тюрингия – это 30-е годы. Это бусы Габлонц 20-е годы. Ну, а эти трехниточные бусы – это уже Лампворк Мурана. Это 2 пуговицы. Дальше что мы видим? Пин для шляпы, шляпная иголка, 1910-20 год. Это пряжка, 20-й год. Дальше пряжка для ремня, тоже 20-е. Пуговица. Бусы из Силезии, 30-е годы. И Габлонц, прессованное стекло, 20-е. Украшения из бисера тоже были популярны в те времена. 30-е годы, 1928 год. Как вы видите, бисерные жгуты – это не новинка хендмейда нашего. Это давно было известно. На этом фоне изображены желтые, розовые, голубые бусы. Правда, здесь написано, что это зеленые из Габлонца и Силезии, 20-30-е годы. Очень популярные и модные в то время оттенки. Почему это называют они здесь зеленым? Потому что это урановое стекло, и оно, скорее всего, ну, вы знаете, такого зеленоватого оттенка, светящееся в темноте при освещении ультрафиолетом. Думаю, про урановое стекло. Вот написано про него вот столько, не так уж и много, и ничего конкретного. Вот это розовое стекло называется Selenium Glass, как это, стекло селениум с добавлением, видимо, селена, да. Еще это стекло называется по-другому розалин.
Вот флакон из этого же стекла. Ну и эта иллюстрация это бусы из зеленых и белых бусин, габлонц 30-е годы. И вот здесь как раз и говорится о том, что бусы старались сделать интересного дизайна, но из простых дешевых бусин, чтобы взять стоимость этих бус хотя бы за счет своей работы. На этой иллюстрации как раз показаны бусы габлонц 20-40-е годы. Это уже бусы люксового качества, то есть качество бусин высокое, соответственно, бусы дорогие. И вот как раз вот здесь вот можно и сравнить, что простая нитка, но дорогих бусин стоит, ну, условно, да, столько же, сколько недорогие бусин, но интересный дизайн самого колье. Кстати, вот эта иллюстрация показывает, что в журналах публиковали схемы для тех, кто хотел сам сделать себе колье. Вот он мог воспользоваться этими схемами. Дальше это снова урановые бусы габлонц, 25-й год. Вот эти черно-белые бусы очень похожего дизайна. 25-й год тоже габлонц. Ну а это Мурано 20-й. Это бусы с такими вот, видите, штампованными красивыми уже бусинами. 30-й год. Это бусы из габлонца, но это типичный такой фасон, типичный дизайн венецианских бусин. И современные бусины такие делают в Японии. Дальше вот очень интересные, красивые бусы из габлонца. Начало 20 века, 20-е годы Германия. Вот это колье из бисера. Дальше габлонц 25-й год. Видите, какие дизайны уже красивые, такие разные. Дальше трое бус, 30-е годы габлонц. А вот фотография леди в похожих бусах. И 5 бус, это уже Ной габлонц 50-е годы. Вот они в увеличенном изображении. Вот еще крупный план похожих бус. Ной габлонц 50-е годы. И здесь сидит дама в похожих вот бусах. А это уже сатиновые бусины. Очень красивый цвет. Ной габлонц 50-е годы. Ной габлонц 50-е тоже. 50-е. Так, дальше. Ной габлонц 50-е. То же самое. То же самое. То же самое. В общем, здесь показаны бусы 50-х годов из Ной габлонца. Ной габлонц, напомню вам, это Бавария. Это то видео будет историческое, о котором мы поговорим позже. Пока оно у меня в процессе. Очень много материала, который нужно перевести на русский язык и обработать. Так, ну и здесь в конце книги автор уделяет внимание бренду Лангани. Именно, видимо, скорее всего, потому, что
Этот бренд создала дизайнер Анни Лангшат. И вот такой вот аббревиатура ее имени и фамилии получилась бренд Лангани. И автор уделяет ей внимание здесь, потому что она начинала свой бренд именно с бус разных. То есть именно с украшений, собранных из бусин. Бренд Лангани – это город Штутгарт, то есть это недалеко как раз от Нойгаблонца, Бавария. И вот, видимо, из всех этих бусин она производила свои украшения. Ну, далее у этого бренда будут и другие украшения. Может быть, когда-то я о нем расскажу, не знаю. Но тот, кто живет в Германии, наверняка этот бренд знает. Винтажные украшения Лангани очень дорого ценятся, и они превосходного качества. Ну, на этом все. Мы закончили обзор этой книги. Я надеюсь, какие-то интересные факты вам отсюда понравились. Возможно, чего-то вы не знали, а может быть, увидели какие-то свои украшения. На сегодня это все. Встретимся в следующем видео. Всем пока!